За последние 10 лет я видел немало объектов, где попытка сэкономить 300 евро на проектирование приводила к потерям в несколько тысяч евро. И сегодня я покажу вам, почему так происходит. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайк. Кто впервые, приятного просмотра. Самый дорогой проект – это бесплатный проект. Звучит странно, правда? Ведь большинство думает, что если проект предлагает компания сделать бесплатно, что это есть хороший способ сэкономить там 200, 300, 500 евро. Логично? На первый взгляд, да. Но давайте разберемся, что на самом деле подразумевает слово «бесплатный проект». Когда человек начинает, вернее, когда человек захотел построить свою солнечную электростанцию, он начинает обзванивать компании, отсылать фотографии, кто-то просит фактуру. Таким образом, он собирает информацию для себя, чтобы выбрать, какая компания будет у него устанавливать солнечную электростанцию. И практически в каждом втором в звонке или в каждом втором предложении компания пишет: сделаем проект бесплатно. Настоящий инженерный проект или картинку с нарисованными солнечными панелями и какими-то цифрами сбоку? На самом деле это две разные вещи. Полноценный инженерный проект, чтобы его сделать, нужно потратить достаточное количество времени. Не только из-за того, чтобы все что-то начертить или нарисовать, а для того, чтобы рассчитать, посмотреть, проверить инсоляцию, проверить различные способы расчета инсоляции. Необходимо проверить размеры крыши, смоделировать размещение панелей, определить реальные зоны установки, учесть дымоходы, вентиляционные выходы, мансардные окна, пожарные проходы, безопасные отступы, направление скатов, угол наклона, затенение в течение года, климатические особенности региона, подобрать оборудование, рассчитать электрическую часть, механические нагрузки, кабельные линии, защиту оборудования и подготовить документацию, по которой монтажники смогут выполнить работу без ошибок. Это серьезная инженерная работа. Теперь задайте себе простой вопрос. Если компания делает это для вас бесплатно, за счет чего она тогда экономит и получает выгоду себе? Если компания это делает бесплатно, подумайте, за счет чего она окупает работу инженера. На самом деле ответ очевиден. Никакого инженерного расчета нет, есть просто коммерческое предложение. Есть коммерческая схема, на нее наносят солнечные панели, рисуют годовую инсоляцию красивую, рисуют окупаемость и в принципе на этом все. Но проблемы начинаются немножко позже. Приезжает, вы подписали документ, вы подписали договор, к вам приезжает монтажная бригада, вы собирались установить на дом 20 киловатт, у вас есть уже коммерческое предложение на эту сумму, вы приготовили деньги, а может быть частично уже оплатили. И монтажная бригада при монтаже вам заявляет: оказывается, на крыше 20 панелей не помещается, помещается только 12. У вас оказалось мансардное окно, у вас стоит антенна, есть требования по пожарной безопасности, есть определенные ширина проходов, свесов, левый скат, левая сторона, правая сторона, конек. То есть все вместе в совокупности. В итоге получается, что от вашего подписанного контракта то, что вы ожидали, вы получаете только, дай бог, половину. Но ведь это все существовало до подписания вашего контракта. И дымоход, и антенна, и отступы. Почему вы на этапе подписания договора вы не знали об этом? Почему монтажная бригада вам сообщила это только сейчас? На самом деле это все происходит только потому, что не было сделано инженерного проекта. А, Последствия продолжаются уже на самом объекте. Меняется кабельная трасса, меняются стринги, меняется количество, мощность стрингов. Инвертор, соответственно, тоже уже получается подобран неправильно. Кабельные линии неправильно. Падение напряжения никто не считает уже на объекте. Появляются дополнительные какие-то материалы необходимые.
Иногда приходится просто, в том числе и поменять и сам инвертор, из-за того, что мощность, рассчитанная на инвертор, она несопоставима той, установленной на крыше ваших панелей. Увеличиваются сроки монтажа. А кто оплачивает все эти изменения? Конечно же, заказчик. Но дальше у заказчика появляются следующие моменты. Он рассчитывал какую-то окупаемость, какую-то прибыль. Проходит месяц-два, он смотрит свою систему мониторинга и что там видит. Станция должна была вырабатывать определенное количество, потому что почти все, 99 монтажных компаний, они вам делают расчет по средней годовой инсоляции. И вы тут понимаете, что ваша станция вырабатывает значительно меньше. А почему? Потому что тот расчет, который вам делали бесплатно, он делался из тех цифр, которые берутся из определенных источников. То есть средние, то есть не делался расчет движения Солнца с учетом азимута крыши, не делался расчет с учетом наклона крыши, не делался расчет с помощью пыльцы с деревьев, э, температурные коэффициенты, снег, ветер, дождь, количество дней солнечных и так далее. Без оценки всех этих факторов, которые реально влияют именно на производительность вашей системы. Но вы-то, когда подписывали договор, вы-то считали именно те данные, которые вам говорили. Вы открываете систему мониторинга, смотрите туда и понимаете, что ваша станция вырабатывает намного меньше, чем заявлялось в том бесплатном коммерческом предложении. Почему? Потому что красивый расчет был выполнен без учета реальных условий, без анализа затенения, без температурных потерь, без учета ориентации крыши, без учета климатических данных, без анализа эффективности оборудования, без оценки всех факторов, которые ежедневно влияют на генерацию. В результате прогноз был красивый, но не точный. А ведь именно на основании этого прогноза вы принимали решение о покупке. Есть еще одна неприятная история. После первого сильного дождя ваша крыша почему-то начала течь. Сразу возникает вопрос, виноваты ли монтажники? Иногда да, но очень часто причина появляется намного раньше, еще на этапе подготовки. Если заранее не проработаны узлы крепления, не учтен тип крыши, не подобраны правильные крепежные элементы и не предусмотрена гидроизоляция, риск подобных проблем значительно возрастает. Именно поэтому инженерный проект это не только про солнечную станцию, про солнечные панели, это и про безопасность, и про долговечность, и ту реальную выработку, которая вам дается именно в проекте. За последние полгода мы принимали участие в строительстве крупных промышленных объектов в Республике Казахстан. Самое интересное, что до этого компания никогда не монтировала такие промышленные здания. Для них это был первый опыт. И в итоге у нас получилось, что компания с первого раза построила абсолютно грамотно, абсолютно правильно и абсолютно все соответствует с проектом, который был сделан. Я сейчас вам покажу выработку солнечной электростанции в Казахстане, которую смонтировала местная компания, и сколько было запроектировано в проекте, и как все это реализовалось. Для них это был первый подобный опыт. Можно было ожидать огромное количество ошибок, но на практике их не было. Почему? Потому что до начала строительства был выполнен полноценный инженерный проект. Были рассчитаны все основные параметры станции, было заранее определено размещение оборудования, проверены механические нагрузки, подготовлены электрические схемы, просчитана ожидаемая генерация. Организовано инженерное сопровождение проекта. Поэтому монтажная бригада не принимала решения на месте, она выполняла заранее подготовленный проект. В результате станции были построены качественно, фактическая генерация соответствует расчетной, монтаж выполнен грамотно. Именно так и должны выполняться проекты строительства солнечных электростанций, а не с бухты-барахты, не с принятием решения на крыше монтажниками, без проекта, с бесплатным проектом, коммерческим.
Теперь вернемся к первому вопросу. Стоит ли экономить 200-300 евро на проектирование? На первый взгляд, кажется, да. Но если после этого вы получили станцию меньшей мощности, генерацию ниже обещанной, дополнительные расходы на переделку монтажа, потерю времени и возможные проблемы с кровлей, была ли это экономия? Именно поэтому я всегда советую задавать подрядчику один простой вопрос. Покажите, пожалуйста, что именно входит в ваш проект. Если вам показывают только красивую картинку с панелями на крыше, это не инженерный проект. Если вам показывают расчеты генерации, анализ затенения, схемы размещения оборудования, электрические схемы, механические расчеты, рабочую документацию и техническое сопровождение, тогда вы понимаете, за что вы платите. Именно инженерный проект позволяет избежать дорогих ошибок еще до того момента, когда монтажник залез на крышу для установки ваших солнечных панелей. Поэтому бесплатный проект, скорее всего, он не бывает для вас бесплатный. Это самая большая, самая дорогостоящая ошибка перед принятием решения о строительстве солнечной электростанции. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайк. Кто впервые, приятного просмотра.